И снова здравствуйте, терпеливейшие из аудиолюбителей, которые, я так полагаю, досмотрели вот это вот мое видео с Суховым о неприятностях, преследующих владельцев и любителей грамм-записи и магнитной записи. Сегодня я хотел бы несколько от себя что-то дополнить и ответить на некоторые вопросы, которые могу и хочу ответить в комментариях к этому видео. Мне понравился один комментарий, человек пишет: наконец-то я стал слушать просто музыку. Ну, тут речь идет о том, что аппаратура, она бывает разная, сверхдорогой, сверхдешевый, простой, дорогой, сложный, подразумевается, объективно качественное, субъективно качественное, необъяснимо качественное и необъяснимо, допустим, известное и популярное на данный момент. Но при этом это никак не влияет на те вайбы, которые вы получаете, эмоции, которые вы получаете от прослушивания музыки, любимых коллективов, композиций и так далее. Это разные вещи, тут надо понимать. Человек довольно толково перечислил набор аппаратуры, который у него был, который у него есть, и при этом написал, что вот он теперь наконец-то может расслабиться спустя годы занятия аудиофилией, так сказать, то есть, или меломанией, точнее. Вы видите, у меня тоже пластиночки стоят. Очень много критиков было по этому поводу. Критики, что 21 век на дворе, то есть какие пластинки, какие магнитофоны. Я согласен совершенно. Это ритуал. Вы поймите, это ритуал. Он не имеет ничего общего с потребительским набором предметов, которые позволяют вам заниматься фитнесом, например, или прослушивать музыку, или даже играть на музыкальном инструменте, исполнять самому что-либо. Это отдельная штука. Просто аппаратура помогает нам это делать, при этом мы ценим некоторые финички, которые, может быть, и не сильно-то объективны. То есть они могут проигрывать каким-то решениям более оптимальным, более современным, например, носители информации, о которых шла речь в этом видео. Я сам слушаю накопленное в компьютере. Часто во флаках, но часто и MP3 тоже. Тем более, когда я смотрю по Ютубу, а сейчас же появилась, сейчас, лет 20 назад появилась возможность любимых исполнителей не только слушать, но и видеть, и не только на паршивых видеокассетах, а с чудовищным разрешением, качеством и приемами съемки. Это замечательно, то есть это очень здорово, но опять же вайбов это не добавляет. То есть если она есть, это любовь к музыке или пускай любовь к какому-то конкретному треку, то она никуда не денется и не станет больше, если вы это все увидите. Напротив, даже приходит некоторое разочарование, увидев своих кумиров в, скажем так, несовременном или неприглядном виде. Но это я так отвлекся, я часто буду отвлекаться, потому что такие видео, как это и вот это предыдущее, нацелены абсолютно точно на людей, которым такие разговоры интересны. Праздно шатающиеся тут не ходят. Я обычно говорю для тех, кто спешит, то-то, то-то, то-то. Я не буду. У меня есть какой-то план, который я себе, допустим, составил на это видео, потому что там много вопросов, а я старый, у меня памяти не хватает, чтобы это все охватить. Итак, давайте начнем. Тирада Сухова о том, что картриджи, сейчас пойдет речь о виниле. Тирада Сухова о том, что звучит хуже MC и стоит при этом дешевле, но все это основной баг в том, что в картриджах более дешевых, более доступных, простых и популярных есть большая проблема входного контура, образованного головкой, картриджем, индуктивностью этого картриджа, которая в среднем пускай будет полгенри, и входной емкостью предусилителя и кабелем соединительным. Ну и сопротивление, которое активно на входе этого усилителя стоит и формирует таким образом входной импеданс этого предусилителя. По формуле Томпсона это все вычисляется. Я тут специально себе заготовил, чтобы вам показать. Входной контур, он рассчитывается, его частота f рассчитывается как единица, деленная на 2π корень LC. То есть о чем идет речь?
LC – это катушка самого картриджа, и C – это та самая емкость. И в чем прикол? В плохих, вернее, в стандартных решениях, например, в моем Пионере, емкость около 240 пикофарад и входной картридж, вернее, индуктивность картриджа допустим, полгенри, и это все образует очень серьезный резонанс с частотой от там, 14 до 18 килогерц. Ну, это в зависимости от, опять же, входной емкости и индуктивности того или иного картриджа. Все эти параметры обычно указываются в документации к технике. Но это можно увидеть, прочитав с тестового диска. Вот берете тестовый диск, читаете и увидите, где у вас там этот резонанс. Он паразитный, то есть его не должно быть. Причем, что любопытно, когда производители предусилителей или картриджей, или иголок, или чего угодно заявляют о частотном диапазоне там, от до 20 кГц с неравномерностью плюс-минус 0,3 или 0,2 дБ, они не учитывают этого паразитного резонанса. А его не может не быть, вообще не может ни разу, никак. Чуть позже я расскажу, как Сухов предлагает выйти из этой ситуации. Собственно, чего тянуть? Я заготовил вам описание его корректора. И напомню, его главный корректор первый, то есть на базе Кенвуда. Кстати, он у меня в углу там стоит, Кенвуд, самый оригинальный. Был опубликован в журнале «Радио» в 1981 году, имел там какие-то параметры. Сейчас же Николай Сухов перевел это все на современную элементную базу, добавил кое-что из схемотехники. И параметры получились, не на порядок, на 2 порядка лучше, чем у того Кенвуда было. Это не в укор Кенвуду, это скорее в плюс Сухову. Ни один он до этого дошел, то есть он вообще общается с разработчиками, схемотехниками со всего мира, и это будем называть кумулятивным решением, однако Николай со свойственной ему изящностью в решениях это все объединил и выдал готовый продукт. Кстати, вот я вам могу показать специально. Видео про, это 14-я версия, на всякий случай, если кого-то интересует. Про это есть видео у меня на канале, вот в этом плейлисте, в котором сейчас вы находитесь, можете посмотреть. Другие люди, сам Николай у себя на ютубике и на патреоне. Я вам коротко напомню, чем этот исследователь нам с вами, как потребителям, может быть полезен. С помощью схемотехники Сухова устраняется завал ЧХ, фильтры низких частот второго порядка выше частоты электрического резонанса входного РЛЦ контура, это, о котором я только что говорил. Снижается вклад тепловых шумов входного резистора, общий шум на входе фонокорректора, это охлажденка так называемая, они его так называют, вот эти вот схемотехники. Трансадмитансный выходной каскад, это преобразователь напряжения в ток, обеспечивает постоянство петлевого усиления общей отрицательной обратной связи, РИА коррекции во всем диапазоне и с предельной для питания плюс-минус 18 перегрузочной способностью. Об этом отдельно или прямо сейчас. Мне не очень нравится то, что решил подать Николай вот в этих своих последних корректорах, последних, вот это за последние 3 года, допустим, на SMD базе, выполнено все это очень хорошо. Но у него, в частности, выходное напряжение номинальное 1,4 вольта, что, на мой взгляд, в 3 раза превышает стандартное. То есть то, на которое рассчитаны усилители, в которые вы этот корректор потом будете подключать. И, естественно, возник перегруз, что у меня лично уже было, когда я пришел хвастаться одним из этих корректоров в один из салонов аудио в Киеве. Кстати, здесь в Германии тоже был прецедент, то есть мы выбирали, к какому усилителю его подключить, чтобы он не перегружался. А перегрузочная способность подразумевает возможность в разы. Какие в разы? Винил, в общем, чем славен? Вот, в отличие от цифровой записи, у которой есть некий 0. 0 – это максимум, выше которого никак, ни теоретически, ни практически ничего подняться не может.
Ну, правда, под него и подгоняют все фонограммы с помощью лимитеров компрессоров именно с целью сделать большее заполнение спектра и большую громкость из этого всего получить, чего не было, допустим, в наши годы, допустим, я, если найду, подложу здесь картинку, как писали раньше, потом, и как пишут сейчас. Вот это ужасно, честно. То есть, ну, это противно просто, как сейчас пишут. Но, однако, никто не хочет иметь фонограммы пониженной громкости. Так вот, Николай Сухов в погоне за высоким соотношением сигнал-шум, перегрузочной способностью, коэффициентом гармоник, по совокупности параметров выдал вот такой вот 1,4, вот хоть стой, хоть падай. А если это все загрубить потенциометром, ну это все равно, что заплатить за него $100, допустим, вот, за такой корректор, и сразу $20 отрезать. Ну там, если вы на треть, допустим, 75, там 70 останется вам в использовании. Это грубо говорю, просто чтобы как-то хотя бы объяснить, в чем суть. То есть дадены вам в этом решении максимальные параметры. Если вы не можете ими воспользоваться, принять их, так сказать, вам приходится делать какие-то вот такие вот ухудшающие общий баланс параметров действия. Поэтому я как бы не согласен, но сам не менял, но у меня, вон у меня стоит, я не знаю, видно, там красная коробочка такая красная. Это баночка стоит, а рядом красная коробочка. Кстати, кто знает, что это за баночка и почему она у меня здесь стоит, любопытно. Буду благодарен за комментарий. Не, у меня там всякие пинцетик, там ножик, еще что-то стоит. А вот это вот корректор Николая Сухова, причем там две версии, MM и MC, потому что я использую разные головки, у меня их несколько, и для демонстрации там друзьям, товарищам, любителям аудио я их использую. Так вот, я ничего там не менял, но мой Пионер, как ни странно, позволяет вот такое подключать. Ну, может быть, вернее, не может быть, наверняка он варит немного эти все параметры из-за того, что он не может того качества обеспечить, которое даются от этой системы проигрыватель корректор Сухова. Но еще раз я говорил о том, что винил это ритуал. Не надо, я не говорю, что это лучше. Это очень хорошо. Это было у нас самым лучшим. К этому мы еще вернемся. А сейчас это ритуал, просто ностальгия, плюс приятно. Ну, ритуал, короче, вы знаете смысл этого слова, что буду вам рассказывать. Да. Отсутствие электролитических конденсаторов, полное отсутствие, кстати, позволяет, обеспечивает отсутствие ионных искажений и точную АЧХ. Точную АЧХ, мы об этом уже поговорили. Я бы не хотел повторяться, и мы же говорим о багах, о проблемах той самой грамзаписи. Я продолжаю их перечислять на всякий случай, если кто не понял, или кому-то нужны какие-то аргументы дополнительные. Что могу, то есть чем богат. И второе, снижаются гистерезисные искажения магнитопроводов ММ головок. Именно это главная причина лучшего звучания МС головок, у которых нет магнитопровода, и как следствие нет гистерезисных искажений. Вот как хотите, так и понимаете. Да, МС, конечно, на голову лучше ММ. Но я имею в виду, что самая дешевая МС, видимо, уступит самое дорогое ММ, но она будет стоить как легковой автомобиль. То есть это не очень рационально, вот, на мой взгляд. То есть все-таки надо соответствовать окружению, environment, черт, я не знаю, как сказать. Хорошо. И что еще, это такую рекламу суховского корректора, как одного из лучших, на мой взгляд, решений на сегодня в мире. Еще раз, потому что оно кумулятивно собирает все лучшее на самой последней элементной базе. Транзисторах, вы знаете, входной каскад, там диф-каскад очень интересно решен. То есть сразу несколько фундаментально хороших, как бы, да? Решение принято, там не с чем сравнивать, проще говоря. Ну, например, ламповые корректоры
даже теоретически не могут достичь там соотношения сигнал-шум больше там лучше 78, по-моему, децибел. Да, и при указании вот этих параметров я не имею в виду короткозамкнутые входы или особые уровни выходного и входных сигналов. Они абсолютно точные, стандартизованные, и не надо фантазировать. Вот если при вот этих стандартах, которые я описал в видео по корректору Сухова, опять же, потому что там указывались эти параметры чудовищные какие-то там, и я сделал подробное перечисление, собственно, из ГОСТа надергал, как нужно измерять, и так, а не иначе. Это все равно, что измерять рост, став на табуретку, да, то есть если сократить входы и измерить, получится 120 дБ, ну, допустим, хотя вряд ли, ну, 118, там, с половиной еще, клево. Я видел, кстати, такие описания, продаваны какие-то, продают что-то свое, ну, там, или где-то перекупленное, не знаю, и пользуясь таким приемом. Это неправильно, нехорошо, не конструктивно, и тот, кто понимает смысл этого всего, неприятно, просто чувствуешь себя, как кролика разводят. Да, ну а те, кто слушает ушами, а не осциллографами, я вообще советую идти лесом отсюда, потому что мне неинтересно для вас вообще что-либо рассказывать. Ну, речь идет о том, что инструментальная оценка в любом случае точнее, чем слуховая, допустим, и не зависит от третьих параметров, таких как настроение, погода, влажность, трезвость, сытость и так далее. Там абсолютно точно выявит все недостатки и преимущества, на которые, чтобы определить на слух, идут годы. Да. Ну, это моя любимая тема, то есть, потому что часто тут на мои видео комментируют люди, которые упрекают меня в излишнем доверии к техническим параметрам и измерениям. Ну, во-первых, я хоть и бывший, но сотрудник лучшей в мире лаборатории по исследованию звука, это Клипель, и как бы знаю в этом толк. И знаю смысл этого всего. И ни одна лаборатория в мире, разрабатывающая динамики, в частности, не обходится без нашей аппаратуры. И сейчас я с ними сотрудничаю, дружу и так дальше. Поэтому не мне вам это писать, кому-нибудь другому. Пишите, есть куча рахитов в интернете, которые делают обзоры аудиопродукции. Иногда, кстати, довольно удачные. Кстати, я тут упомяну одного. Чуть позже. Так вот, Николай Сухов в борьбе за вот эту минимальную входную емкость, которая образует вот этот вот контур противный, дайте закрою окошко, мешает развлекаться, рекомендует размещать эту плату корректора, благо она маленькая, в подвале тонарма, то есть прямо под тонармом внутри проигрывателя. И этот кабель будет коротким совсем, соединительный от головки туда в подвал, и минимизирует эту емкость. У меня получилось 25 пикофарад, точно как Коля и предсказал. То есть 12 пикофарад имеет входная емкость собственно этого усилителя, включенного, разумеется. И 12-13 вот тот вот весь кабель, мотлох кабелей, который соединяет, собственно, катушки с этим входом этого предусилителя. Коля пошел дальше, разработал версию этого предусилителя, там, где входной каскад отделяется от всего остального предусилителя. Он маленький совсем. И Николай его рекомендует строить в тонар прямо там, где картридж, там место есть немножко. Ну, в некоторых картриджах больше, в некоторых меньше, но я это не приемлю вообще никак. Но при этом, да, емкость еще уменьшится, как бы. Куда еще? То есть при расчетах вот этих, которые по той формуле Томпсона делать, то с моим картриджем, допустим, ортофон там какой-то, 0,5 Генри, да, входная емкость 25 пикофарад, получается резонанс за пределами звукового диапазона, то есть 25 кГц. Вот. А с кабелем 240 пикофарад, допустим, все то же самое будет, только резонанс сместится уже в область звуковую область 18-17, как повезет килогерц. Что, конечно, мы же с вами говорим о тонких вещах достаточно, о схемотехнике, что плохо. Вот.
Это люди, которые слушают ушами, а не осциллографами, они тонко различают, что вот такая система звучит хорошо, у такой не хватает чего-то, вот это с песочком, вот это там глуховастенько, а у этих вот верхней середины, нижней верхов не хватает. Ну, глупости вот подобные. Когда измерения показывают, допустим, что этого и в помине нет, то, что они здесь перечислили. Причем они говорят разные вещи. Вот, допустим, их двое будет прослушать какой-то сетап, потом их в сторону развести и спросить. И они оба скажут что-то разное, ну, вероятнее всего. Но очень авторитетно. То есть как? Там Михалыч какой-то. Михалыч сказал, он 40 лет этим занимается. Ой, ладно, я это уже рассказывал, по-моему, байку, но такое не буду. Так вот, что касается вот тонарма. Это святое, понимаете? Тонарм трогать нельзя, если ты не разработчик тонарма. Для какого-то там картриджа и так далее, это все находится в тесной связи. Несколько параметров, которые взаимовлияют друг на друга и создают такой сбалансированный тонарм, допустим. Недаром некоторые стоят там $1000, потому что они вот как-то офигенно сбалансированы, а другие не так хорошо сбалансированы. И что тут я фразу такую сформулировал в итоге, что эффективная масса характеризует, кстати, параметры тонарма в этом плане. И есть более или менее удачные картриджи для именно этих тонармов. Не различаются легкие, средние, тяжелые и так далее. Дайте я вам прочитаю определение. Эффективная масса тонарма – это инерционная масса, которая рассчитывается по сложной формуле сложения всех массовых частей. Эмпирически можно считать, что с увеличением массы шила на 5 граммов эффективная масса тонарма возрастет где-то грамма на 2. Она приводится производителем, эта масса, и используется при расчете сочетаемости с картриджем определенной динамической податливости. То есть, другими словами, либо нужно глубоко копать эту тему и углубляться, и при этом учитывать свои возможности, в смысле квалификации, для того, чтобы понять, что там написано вообще. Потому что я половину не понимаю. Ну, я не механик, не разработчик этих тонармов. Вот. Я просто принимаю то, что люди, сведущие разработчики вот этой вот шняги всей заявляют официально. Это в Википедии или где-то там можно на теренах интернету прочитать. То есть трогать его нельзя, его даже протирать нужно особым образом и, сами знаете, юстировать при выставлении всей системы, при покупке, да, то есть выставляя новый картридж, вы с помощью шаблонов устанавливаете его определенное положение. Это почему? Ну, то, что азимуты и углы, это понятно, но также это и баланс, тот самый, о котором мы сейчас говорим. Поэтому решение Николая я критикую, в том числе вместе с остальными багами грамм-записи, если у вас хоть какой-то интерес к ним остался. Также я там упомянул в этом видео об эксцентриситете. А Николай почему-то не стал заморачиваться и вдаваться в эти дела. На самом деле, ну, Вов and Flutter есть такое, коэффициент детонации по-нашему. Ну, у проигрывателей второго-первого класса советских он был там 0,2, 0,1. У хороших каких-то фирменных, конечно, он значительно лучше, но он все равно был. Но тут есть один неприятный момент. Эксцентриситет, вызванный, собственно, допусками при производстве пластинок. Там Николай указал, что он в сумме составляет 0,29 миллиметра. О чем идет речь? Значит, 0,2 миллиметра – это допуск, это отклонение размера отверстия вот этого центрального в диске. То есть 0,2 мм. Оно может быть, то есть диск будет болтаться вот целых 0,2 мм. Но еще есть 0,09 мм допуск на эксцентриситет записи. То есть весь диск, он может плавать, ну, рисунок на него нанесен, будет плавать. И в сумме получается действительно 0,29. И что тут по расчетам получается, если 0,29 разделить на 150, то есть это диаметр первой дорожки, получится 0,2.
0,3% коэффициент детонации. А вот если последняя дорожка, там 70 мм, 0,29 разделить на 70 и умножить на 100%, получится 0,4 коэффициент детонации. То есть, ну, это самый плохой, кстати, вариант, то есть, ну, практически невозможно. Мы же оптимисты, мы исходим из того, что будет лучше. Не самое плохое. Готовимся, надеемся на лучшее, а готовимся к лучшему. Действительно. Эта ситуация практически нереализуемая, но она может быть. Поэтому если взять, допустим, трансротор, напольный проигрыватель за 150 тысяч евро, тут недалеко продается, и поставить на него диск как-то особо неаккуратно записан, ну, аккуратно, неаккуратно, мне трудно судить. То ли это зависит от фабрики каким-то образом, то ли от их оборудования, я ничего не могу сказать, я в этом не понимаю. То получим 0,4 на внутренней дорожке коэффициент детонации, при том, что у трансротора он там 1/100, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, там подшипники по $3000 стоят. Ну, неважно, это отдельная тема такая. Ну, вот. Ну, будем считать, что у нас все значительно лучше, но все равно некую гадость производители пластинок все-таки вносят. Мы упоминали разные головки, решения, но в комментариях я нашел упоминание, в частности, о пьезоголовке. Так убедительно человек пишет, что в детстве он добился от нее минимального давления на пластинку и долго мучился. Тут такое дело, нужно либо учиться, либо мучиться, потому что стоит только посмотреть на инструкцию к этой или другой, я не знаю, какая у него была пьезоголовка, то там написан абсолютно точно диапазон рекомендуемых прижимных усилий. И насколько я помню, оно там составляет от 5-6 до 8 грамм. То есть ни о каком легком давлении на пластинку речь не может идти. И в моей молодости у меня тоже был проигрыватель аккорд стерео. Мне не давали пластинки, модные хорошие пластинки, новые. Ну, порэпанные, впрочем, тоже редко давали на этот мой проигрыватель, что меня заставило, в конце концов, купить Vega 106 стерео. Ну, потом были другие проигрыватели, допустим. Но я перешел на MM картридж, соответственно, с прижимной силой умеренной. И не нужно стараться ее особо облегчить, потому что, во-первых, не обеспечиваются тогда параметры заявленные, желаемые, во-первых. А во-вторых, контакт с дорожкой теряется, скорее всего. Тут наоборот, кстати, вот на пьезопроигрывателе, на потертой пластинке мы сверху спичечный коробок еще сверху ставили, чтобы не прыгало, да. Ну, а если облегчить массу, сделать ее более легкой, понятно, что иголка будет парить над пластинкой, извлекая не пойми какие звуки. Да, значит, я еще хотел вернуться к недостаткам грамзаписи, перечислить, я себе тут записал. Это, например, затухание между каналами, в отличие от, допустим, CD-диска, у которого оно абсолютно, то есть равное динамическому диапазону или соотношению сигнал-шум, там пусть 70 дБ. У лучших проигрывателей оно было 20-25 дБ, затухание между каналами, всего так. Ну, как бы в первом приближении это для музыки хватало, и мы к этому привыкли, однако надо понимать, что на басах, например, это разделение было вообще ничтожно, если вообще было. Кстати, я вот в том самом аккорде делал, объединял каналы по НЧ, не помню с какой целью, там что-то у меня там получалось очень хорошее. Ну, это ужасно. Понятно, что это все убивало те остатки звука, которые там были, но мне нравилось экспериментировать, все такое. Так вот, затухание между каналами, вот это вот баг, свойственный проигрывателям винила, и от него избавиться невозможно. Есть расширители стереобазы, которые я тоже паял, кстати. Но они вносили свои искажения, звук переставал быть аутентичным, то есть ребята, знающие, приходившие ко мне в гости и слушающие, они говорят, что совсем другой звук и не в лучшую сторону, он шире как бы, но при этом он не тот, который он был. Ну, мы тогда Pink Floyd в основном гоняли на нем, испытывали свои вот эти вот амбиции.
Также повторяемость чтения различными картриджами, иголками и настройками тонармов не позволяет вообще говорить о какой-либо повторяемости звучания с грамзаписи. Ну, если это речь идет в салоне, в которой, или на фабрике, где делают проигрыватели, там, пускай Техникс это будет, где их 1000 в ряд стоит, и ходит дядечка, и по шаблону их все настраивает, и тут же переносить одну и ту же пластиночку с одного на другой, то, вероятно, эта повторяемость будет. Но в реальных условиях я боюсь, что каждый это делает, как он хочет. И не всегда правильно, но дело даже не в этом, всегда по-разному. И поэтому у одного так звучит, у другого так. Один нахвалит свой проигрыватель, придет к другому, у которого такой же проигрыватель, и не узнает вообще звучание, скажет, что это за чушь какая-то. Это да. Но вот CD-проигрыватель такого не может быть, согласитесь. Или там какой-нибудь файлов, накопленных на компьютере, если они с одинаковым разрешением из одного источника записаны. Кстати, об источниках. Это вот самая неприятная штука. Но об этом позже. Или вообще не буду. Также человек пишет: спасибо Сухову, все раскрыл, про MC баги вообще не знал. Вот Rocket Filter точно надо обязать ставить производителей в корректоры. Не все так просто, дорогой друг. Фильтр высоких частот нигде звук лучше не делает. Это я сужу по колонкам. С целью обезопасить, например, Шопе какие-нибудь колонки, мы одно время пытались спускать сигнал через конденсаторы, подрезая таким образом саббасовый диапазон. Звук кардинально ухудшался. Что-то в нем переставало быть. Поэтому этот фильтр, Rocket Filter, та, которую Сухов ввел, или не Сухов, а стандартами ввели, как он сказал, в каком-то там году, не помню, в 20-м, заставляющая производителей устанавливать Rocket Filter, фильтр высоких частот в проигрыватель. Я думаю, что недаром многие их не ставят и не любят. Недаром. Но чтобы его не ставить, нужно, во-первых, стабильный стол иметь, то есть не связанный с полом каким-то образом. На киностудии, где я работал, у нас был один единственный проигрыватель для того, чтобы звукооформитель, который готовил фоновые фонограммы, мог что-либо себе считать. Так вот, он был установлен на бетонной плите или мраморной, гранитной, не помню какой, там не видно было. А вниз шла труба, как нам сказали, 20 с чем-то метров, это со второго этажа в подвал, и там в фундамент. То есть он практически, эта труба в фундаменте, вот на ней стоял вот этот проигрыватель, чтобы на него, не дай бог, что-нибудь там. Хотя на самом деле звук там на киностудии, где я работал, писался на 35-миллиметровую пленку звуковую, имеется в виду, от 63 Гц. Поэтому, в сущности, там небольшая была проблема, но она была. Текст. В Ютубе один утверждал, что слушал пластинку раз 120 без явного ухудшения сигнала. Также еще другой человек пишет, это я цитирую комментарий. Буквально на днях слушал доказательный эксперимент со всеми измерениями, что трек, прослушанный примерно 150 раз во время теста, практически ничем не отличается по качеству от такого же трека, такой же совершенно новой пластинки. То есть, если вертушка качественная, то винил практически не изнашивается, его хватит на всю жизнь еще и внукам останется. И последняя цитата на эту тему. Про износ пластинки. Недавно Валерон выложил видео, где он сравнивает пару одинаковых пластинок. Я посмотрел это видео Валерон. Классно, толково, да, мне нравится все. С вывода я не очень там или понял, или дослушал, но давайте так, если где-то происходит механическое трение, то оно не может быть без последствий. Да. Это даже не знаю, с чем сравнить, с тормозными колодками автомобиля, если сравню, это будет корректно, нет, не знаю.
С чем еще? С чем угодно. С подошвами ваших ботинок. То есть, если вы аккуратно будете ходить, то вашим внукам не достанется. Ну, я так думаю, мне так кажется. А очень острая алмазная бериллиевая игла, какая-то там фантастическая, из заточки, с весом, который, если помножить одно на другое, получится очень серьезное режущее усилие на дорожку, вот, у несчастную. Кстати, вот видео Валерон, я увидел эти кадры, но они в интернете гуляют, это не его съемка, а макро, знаете, там, где иголка по дорожке идет. Конечно, портит пластинку, конечно. И вот эти пластинки, ортофон тестовые, ну, тестовые сигналы, вот тот самый свип тон до 50 кГц, который используется для определения линейности тракта. У меня их несколько. Это вот уже вскрытая пластинка, значит, со всеми делами. У меня есть, они мне прислали их, ну, короче, несколько, потому что рекомендуется для измерения их прослушивать не более 20 раз. Хотя теоретически это может быть и 200, и 300 раз. Но смотря что. Вот этот вот свип-тон до 50, там, от 800 Гц до 50 кГц, на ней записан, его нет смысла уже крутить будет. То есть потери будут. Понятно, что у вас там ничего нету на 50 кГц. На 30, на 20, вот, там уже ничего нету. Контента музыкального я имею в виду. Но мы же говорим о возможностях аппаратуры, о возможностях решений, в том числе электромеханических, электронных разных, все, которые совокупно определяют вот этот вот тракт, который мы сейчас обсуждаем в качестве носителя информации. С каждым пунктом, который я рассказываю, я, по-моему, убиваю вот эту вот тему, но в конце покажу еще раз, вон мои пластинки, вот мой проигрыватель, у меня там набор картриджей. И не потому, что я инженер, эта работа моя вообще никак не касается, ну вообще никак, то есть не близко. То есть у Клипеля я занимался анализом звука на лазерном там, сканере, а это хобби, но основано на каком-то опыте, опять же, инженерном и музыкальном. Ну, имеется в виду, что я имею право выражать свое мнение в музыкальном плане. Закончил музыкальную школу при консерватории, музыкальный колледж в Беркли, да. Еще кое-что кое-где и поиграл. И от детского симфонического оркестра до рок-группы «Тормоза Благоразумия». Да, ходил по Бессарабке с волосами до пояса, пугал местных крестьян. Да, произнес пластинки, да, Валерон. Да, Валерон молодец, да, все очень хорошо. Ну, видимо, там все. Правда, там у него интересно, я его видел на спектрограмме. Сейчас, если я не забуду, вам покажу свои измерения на этот счет. Он тоже там до 50, по-моему, до 40 кГц спектр показывает. И выше 20 кГц у него пик вот такой есть. Ну, я к этому вернусь, если не напомните. Ну, ладно, потом. Так, Николай Юрий, низкочастотный резонанс тонарма модулирует весь остальной диапазон. Это комментарий. Yes, it is. Он, да. Я вам больше скажу. Все модулирует все. Якше? То есть любой сигнал является модулирующим для. Другое дело, что соотношение амплитуд, допустим, у низкочастотного сигнала, конечно, выше, но после корректора. А до корректора соотношение амплитуд, боюсь, что будет как раз одинаковым. Вот такие вот дела. То есть оно-то модулирует, конечно. Но в основном это... кстати, ну, на этой системе иголка, пластинка тоже, но у колонок это очень серьезно выражается. То есть, когда это двухполосная система, она должна играть и в поршневом режиме бас, причем вам же надо 30 Гц, ну, от 40 пускай, 42 окей. Вот. И трепетный голосовой диапазон, верхняя его часть, даже какие-то начала сибилянтов, 2-3 кГц иногда. Это противоречивое требование. И на фоне поступательного хода диффузора там, в сантиметр
плюс-минус, ну, допустим, если это большой динамик, вот, и оно еще и должно там что-то отыгрывать, понимаете? Это отвратительно. Там и эффект Доплера работает, и которые формируют интерполяционные искажения, что ты хочешь. То есть там это в колонках, это, тут колонка, у меня просто 2 колонки, знаете, одна и вторая. Туда показываю, а ее тут не видно. Ну, неважно, ладно. Так, ну что еще? В общем, про... Так, ну давайте я вам покажу убитые пластинки. Вот, кстати, предлагаю вашему вниманию свип-тон с того диска Ортофон от 800 Гц до 50 кГц там в углу, снятая с картриджем MC, Ортофон MC Curette, и предусилителем Сухова для MC головок. У него коэффициент усиления за 60 валит, что-то 68, по-моему, то есть очень большой. Опять же, с огромным выходным напряжением. Короче, вот, этим графиком я хочу показать, что вопреки утверждению людей, что на пластинке толком информации на высоких частотах или нету, или она теряется быстро, с числом проигрывания. Вот это вам демонстрация, то есть тут до 30, сколько, знаете, чтобы вам показать. Вот это вот 30 килогерц, ну, а там уже завал начинается, причем я точно не знаю, чем он именно вызван, картриджем ли. Скорее, знаете, чем? Тем, что я его не выставлял практически. У меня весы есть маленькие, я выставил вес там 2 грамма, 2,2, по-моему, для него рекомендованные, все. А вот эти азимуты, вот эти, ну, я его установил, я на разных картриджах снимал параметры, и, конечно, на тех частотах это имело смысл по шаблонам это все отстроить, я этого не делал. Видимо, с этим связано. То есть, это наглядно иллюстрирует ценность, во-первых, этой пластинки, а во-вторых, истинность утверждения, что пишется «Будь здоров сколько». То есть, сколько надо, столько и пишется. И вот на основании этого имеет смысл бороться и за этот диапазон, и за аппаратуру, которая его может или не может воспроизводить. И сейчас я обругаю пластинки, которые это делают совершенно отвратительно, убивая, так сказать, эту тему. Как я уже рассказывал, я увлекаюсь винилом с детства, с юности накупил тогда какой-то набор пластинок, и он меня преследовал всю оставшуюся жизнь. Я много раз отказывался от винила, собирания или прослушивания его в разных жизненных обстоятельствах. Но вот, а потом опять покупал тот же самый набор, пытался купить какие-то другие диски, приобрести, выменить. Но все равно возвращался к своему набору. Он у меня сейчас есть, я тоже его накупил, но в основном наводил. И был доволен, потому что новое должно быть лучше, чем старое, правильно? Мы же не пользуемся Windows 3.11, хотя была очень хорошая операционная система. Да. И пластинки я надеялся, что записаны лучше, качественнее, там DMM, там все вот эти дела. Потому что многие моих пластинок было далеко не DMM. Потому что вообще я люблю музыку до 1978 года в основном. Редко что-то позже, но это такое. Короче, в чем трагедия, так сказать? Все было хорошо, пока я вот не начал испытывать этот корректор Сухова и другие корректоры. У меня их несколько, и в видео я делал сравнение нескольких корректоров. Но, правда, из них только один фабричный, это встроенный в Пионер. Конечно, я могу взять на тесты корректоры известных производителей, и корректоры самопальщиков каких-то талантливых людей. Но, во-первых, таких все меньше и меньше. Все меньше людей, даже которые понимают вообще, о чем речь идет. Вот. Но когда я начал этим заниматься, выявил ужасные вещи, которые позволили мне сделать вывод, что современный винил пишется с чего угодно, с цифровой обработкой, безусловно. И большие подозрения, что пишутся они все с MP3. Ну, если не все, то большинство. Ну, или в лучшем случае звонящих CD с частотой дискретизации 44 кГц и 16 битами. А мы тут
расписываем прелести аналоговой записи, высокого разрешения, что из них можно хай-ре загонять. Можно, в принципе, но из олдскульных дисков, которые стоят много, либо такие затертые, что это теряет всякий смысл. Так вот, я вам хотел продемонстрировать это все. Давайте я вам покажу. Значит, покажу. Да. Сейчас я вам продемонстрирую правильный, хороший диск, который я купил. Это группа Cars. То есть музыки слышно не будет. Я вам буду показывать только спектр. Вот увидите спектр. Вот до 50 кГц, кстати, что-то здесь шевелится. Конечно, это и продукты искажений в том числе, но и полезный сигнал тоже. То есть диапазон, будь здоров какой. Пишется даже у таких старых дисков. А вот диск, который меня в шок просто ввел. Оп, смотрите. Эх, как тут паузу нажать. Вот он. Она ушла. Пауза. Нет, давай так. Вот, видите, пик какой? Он на частоте. Он... Где там она? — 23,5 кГц. Причем это я уже немножко сгладил. Вот 1,48, чтобы почти незаметно, чтобы не мешало развлекаться. Но если не сглаживать, он будет еще наглее, еще больше. Сейчас давайте еще раз поставлю сначала. Вот он какой. Сколько там децибел, можно считать. Там 54, 84, 30 децибел почти. То есть его понятно не слышно, он за пределами звукового диапазона. Я все понимаю, но он есть, и это говорит о том, что это продукт переработки какой-то жуткой совершенно. Если у вас есть другие объяснения этому событию, пожалуйста, напишите здесь, мы их обсудим. Я с удовольствием приму вашу точку зрения. Дело в том, что я вот эти диски, которые из своих я выявил новодельные паршивые, я их попродавал людям, которые не забыли, которые слушают ушами, а не осциллографы. А мне, я не слышу 23 кГц. Нет, кстати, аудиограмма у меня вполне приличная, я ее делал, ну, правда, 3 или 4 года назад, вот, но, во-первых, она снимается до 8 кГц только, это официально, и не дает представления о моем слухе там где-то далеко. Ну, вот. Но я уже много раз говорил, что пожилые люди теряют слух и чувствительность на высоких частотах в основном с течением длительного времени, очень большого, десятилетиями. И для нас это происходит довольно медленно и незаметно. Поэтому мы точно так же, как вы, наслаждаемся звуком хета, тарелочек каких-то, колокольчиков и так далее. Поезд, метро, когда приходит такой резкий звук с огромным содержанием высокочастотных гармоник. Это все мы слышим, как вы, просто воспринимаем его, как вы, вернее, но слышим его по-другому, конечно, с худшими параметрами, безусловно. Ну и кроме того, это все очень индивидуально. Я не могу сказать, насколько у меня это хорошо или плохо, но, как говорится, никто не жаловался. Теперь я хочу поговорить о магнитной записи, которая является, к сожалению, еще худшим носителем информации, чем виниловые проигрыватели. Но это было неизбежно в те годы, потому что пластинок иметь много и хороших, и новых мы не могли. А вот записать с новой пластинки, даже за деньги, мог практически каждый создать себе таким образом коллекцию тех самых бобин, потом кассет. Говорят, что лучшие магнитофоны пишут до 20 кГц с низкими искажениями и малой детонацией. Я хочу поинтересоваться, а пишут откуда? Это в подтверждение предыдущих сказанными мною слов. Откуда пишут вот хорошо, качественно. То есть они являются копией некого оригинала. Что у нас тогда было, или, ну сейчас другая ситуация, сейчас не будем, да, что можно с флаков писать, с вавов писать. Где эти вавы и флаки берутся, кстати, это отдельная тема, где берется винил, я вам уже рассказал примерно, да, то есть поэтому надо осторожно к этому относиться, взвешенно и, опять же, не доверять слепому случаю, а проверять по возможности свои предположения, унизиться, так сказать, до аппаратных оценок. Писалось, конечно, с пластинок, со всеми их багами, тресками
несоответствиями, разбалансом огромным от проигрывателя к проигрывателю, от пластинки к пластинке. Все знают, что юговская масса звучала так, Атлантик звучал так, там Бронз звучал так. То есть все звучали почему-то по-разному. Даже один концерт, записанный на все на них, звучал по-разному. То есть, ну как можно тогда сказать, утверждать, что винил является полноценным источником, убедительным, уверенным источником каким-то. То есть это тоже неправда. Ну, магнитофон вносил свои, сколь угодно, мелкие, маленькие помехи, искажения, шумы. Да? Согласны или нет? Или лучше? Кстати, есть люди, которые говорят, что у него магнитофонная запись звучит лучше, чем та, с которой он писал, неважно откуда. Тут я бы хотел определиться сразу в вот этом вербальном... черт, приличных слов не находится никаких. Хотелось бы понимания добиться с собеседниками, которыми мы с вами сейчас являемся. Копия не может быть лучше оригинала, никак. Копия есть копия, она все равно уступает. Да? То есть, ну, как бы так. То есть больше искажений это хуже, больше шумов это хуже, больше высоких частот по сравнению с оригиналом это тоже хуже, потому что их там не было. То есть их взяли не пойми откуда, не пойми кто и не пойми как. Музыкант будет в шоке от того, что вы творите с их записями, своими эквалайзерами, этими тембрами, гадостью вот этой всей коррекции. Там люди тратят безумные деньги. У меня, кстати, есть видео с гитаристом Севой Татаренко. Ну, это «Галактика» группа такая была. «Красная площадь», там еще какие-то у него было, не помню. Он автор музыки и песен, гитарист, виртуоз. Он рассказывал о выборе инструмента. Ну, там просто какие-то. Вот, в частности, он когда покупал гитару свою, по-моему, последнюю, может, не последнюю уже, в Швейцарии, в магазине, говорит, его привели в магазин, сказали, вот, выбирай. Он говорит, я перебрал 3 гитар. А когда там взял вот какую-то, говорит, опа, вот это вот моя, одинаковых. Это одной модели, да, то есть вот как-то так. Не говоря о том, что он кучу вот этих примочек своих, ну, формирующих необходимый ему звук покупал. Вот этот комбик он выбирал так, что, ну, короче, очень тяжело все это музыкантам обходит, всем причем. А голосовики, как они работают со своим голосом, с резонатором, чтобы добиться какого-то именно характера звучания. А мы тембрами раз и так V-образную характер. Или наоборот, что-то завалили, подняли там. Ну, в магнитофоне под магничиванием надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы вкрутить высокие, что-то он звенели просто. То есть на пластинке нету, а у вас есть. То есть вы умный, нет, вы не умный. Вы профан и ну, не хочется никого обижать, но это глупо, дорогие мои. То есть это получается какой-то отдельный вид спорта, вот это создание своего звучания из ну, каких-то известных треков, известных, как сказать, лицензионных треков, окей, вот где-то так. Это ужасно совершенно. Что хотел бы я сказать, какие баги преследуют магнитную запись, которая имеет все баги винила, ну, грамм-записи, и на нее накладывается следующее. Что я себе отметил? Осыпание ленты. Она вся осыпается и всегда. То есть, опять же, я работал на киностудии, Укртелефильм, если что, в звукоцехе, если что. А магнитофоны у нас были напольные, такие большие, с 35-миллиметровой лентой. Ну, были СТМ еще венгерские, вот эти вот все МЭЗы и так далее, с узкой лентой, но работали там мы с широкой в основном лентой, она тоже осыпалась. Далее растяжение. Ну, вот это наша 35-миллиметровая не растягивалась, потому что она перфорированная была, ну, как кинопленка, знаете. А бытовые ленты 6 миллиметров и кассетная, ну, конечно, растягивалась еще как. То есть, если измерить время секундомером на какую-то фонограмму там, а потом через год или два повторить, ну, при эксплуатации, разумеется, не так, чтобы належало, то я уверяю вас, что различие в длительности будет.
Ну, вы можете этому обстоятельству радоваться, сказать, что это более плавно звучит. Ну, дебилу вообще немного надо. Пока ты пытаешься провернуть какую-то одну его идиотскую мысль, он еще 10 сгенерирует. Поэтому спорить здесь очень тяжело, но я бы хотел, опять же, добиться взаимопонимания. Копир-эффект. Копир-эффект, он при наложении ленты слой за слоем работает. Также работает между каналами, если это стерео. Фонограмма, о ней Николай рассказывал долго и многословно, я хотел его уже поторопить. Ну, есть копир-эффект, он теоретически даже заложен в хранение информации на пленке. Кстати, у них там в НИМП, где он работал тогда, разрабатывали же вот эти магнитофоны, которые в космос летали, с Гагарином в том числе, на проволоку писали. И у Николая на сайте, у меня, по-моему, тоже есть, но я не фанат этого дела, он выложил видео, ну там многочасовое интервью с этими авторами вот этих вот на проволоку магнитофонов разных. Из музея НИМП, в музее там они выставлены, кстати. Я посмотрел какое-то ведро с этими гайками всякими, ну кошмар. Ну, это другое совсем. То есть к записи музыки, которую мы сейчас обсуждаем, это отношение не имеет. Да, не идентичность азимутоголовок, не совпадение. То есть тут кто-то сокрушался в комментариях, что нет тестовых лент или они самопально написаны. Конечно, самопально написанная лента не имеет никакого смысла. Это должно быть написано в сертифицированной лаборатории, которых сейчас уже нет, которые ничего этого не пишут. А если бы и писалось, то опять же с помощью, ну еще дальше, короче, с помощью всех вот этих багов, их труд работал бы ну, непродолжительное время, непродолжительное число прокручиваний, скажем так, использовать. Нестабильный ЛПМ, лентопротяжный механизм. То есть протяжка, будь то 3 мотора, 1 мотор, прямой привод, кривой привод, все равно это механика, а механика это к тому же не перфорированная. Лента, которая растягивается и так далее, она и гуляет, и так гуляет, там допуски даже были какие-то, и так гуляет относительно головки, то есть, короче, там фиксированного ничего нет. Все в небольших, конечно, пределах, но оно все вместе, когда суммируется, ну, мы об этом сейчас говорим как раз. Куча паразитных модуляций, это, опять же, в лентопротяжном механизме речь идет о электромеханических процессах, которые там происходят. Коэффициент детонации, то есть нестабильность движения скорости ленты, лучшие хай-энд аппараты, там всякие техниксы 1500, пионеры 909 имели 0,18 тысячных или, ну да, лучшие какие-то там, а так 0,08, допустим, но это лучшие аппараты high-end имели, коэффициент детонации. То есть, если учесть, что проигрыватель имел коэффициент детонации, пусть 0,1, не будем как бы нулями сорить. И этот 0,1, 0,2, и в сумме получается 0,3. Да, причем, когда они совпадают, так оно вообще вот так вот делает. Ну, очень клево. Но это узнаваемый звук магнитофона, так сказать. Самые хорошие аппараты мы не будем рассматривать, ладно, о которых Сухов рассказывал в том видео, потому что это не имеет никакого практического смысла. Соотношение сигнал-шум у магнитофонов, бобинных, допустим, вот студийные аппараты без шумоподавления высшего класса, такие как Штудера 80 или Atari MTR на профессиональной скорости 38 сантиметров в секунду, обеспечивали соотношение сигнал-шум порядка 65-70 дБ. Понятно, да? То есть, ну, это соизмеримо как раз с грампластинкой, в принципе. То есть, они типа могли не портить запись грампластинки, по шумам, по крайней мере. А хай-фай аппараты с системами шумоподавления, например, у катушечника Akai Pro 1000 с системой DBX, этот показатель на частоте 1000 Гц достигал ошеломляющих 128 дБ. Цифра, конечно, дикая, но, во-первых, это на одной фиксированной частоте, а во-вторых, это система шумопонижения, которая в паузе убивает звук вообще, ну, типа закорачивает вход.
так, если коротко, потому что параметр этот недостижим даже для электронных устройств, так в принципе вообще, то есть откуда взято непонятно. Но стандартные катушечные аппараты, ну какими располагали? Это у меня был самый дорогой Ростов 102 стерео, например. У меня не было АК, я был в бедной семье и рано начал учиться и работать. Мне было не до этого, и главное, что я был скорее меломаном, чем аудиофилом, и радиолюбителем. Мне было интересно самому поковыряться, а не купить и гордиться этим, кичиться, там, хвастаться. У меня были знакомые с приличной техникой, ну, относительно приличной. Никакой фантастики у нас не было. У Николая Сухого было куда больше, но к ним туда, на БАМС, на этот, привозили импортные аппараты для тестирования и, в общем-то, козления. Как бы. Когда я работал на объединении Королева, там, где разрабатывали усилители «Одиссей», к нам тоже какие-то усилители попадали для того, чтобы наши спецы могли их там ознакомиться с конструкцией. Это обычная практика. Кассетные магнитофоны насчет соотношения сигнал-шум. Без систем шумоподавления топовые деки, например, на Камичи Dragon, имели собственный показатель сигнал-шум без фильтра около 58-60 дБ. Ну, я думаю, на ленте металл там или еще какой-нибудь хороший. А с системой шумоподавления при включении систем Dolby B показатель вырастал до 65-68 дБ, а с системой Dolby C или DBX заходил до 72-74 дБ, что уже, конечно, серьезно достаточно. Коэффициент нелинейных искажений лучших аналоговых магнитофонов студийных, катушечных и топовых кассетных дек, коэффициент нелинейных искажений самой электронной части обычно составлял 0,01/1. Однако из-за физических ограничений самой магнитной ленты, суммарной КНИ, тракта, записи воспроизведения при номинальном уровне 0 дБ составляет 0,8-3%. 3%. То есть, если у вас были какие-то Юпитеры, маяки, еще что-то, яузы, то у вас были вот эти вот самые 3% коэффициента нелинейных искажений. Напомню, хотя я думаю, те, кто дослушал до сих пор, знают, что нормируются все параметры кассетного магнитофона в уровне минус 20 дБ. Да? Минус 20. Вот у CD нормируется в 0 дБ, то есть это максимальный уровень громкости. А у кассетников минус 20, это в 10 раз тише. А у катушников минус 6 дБ, то есть тоже не в нуле. 6 дБ это в 2 раза тише. То есть в нуле дБ кассетники вообще работают, как Николай сказал в этом видео, для речевой информации, а катушечники, ну, знаете, такое. Это ужасно совершенно. Ну, в этом деле Сухов, конечно, продвинулся со своей системой динамического подмагничивания. Я в этом тоже поучаствовал, СДП-2, там была, собственно, темой моего дипломного проекта в Политехническом институте. Эта система, напомню, она вариативно изменяет подмагничивание в зависимости от состава входного сигнала. Если там есть высокий уровень высокочастотных составляющих, подмагничивание изменялось средством уменьшения напряжения, питания генератора стирания подмагничивания, и взлетал уровень высоких частот. Да, там были кое-какие недостатки, некоторые компромиссы, но там все отлично маскировало одно другое. Тут человек написал про недостатки СДП. Он, наверное, недостаточно разобрался в ней и пишет ерунду. Ну, например, про инерционность, что она инерционно отрабатывала. Во-первых, она там регулировала, на схеме, которая в журнале радио, она не регулировалась, но там можно было задать постоянное время срабатывания так, чтобы она летала вперед, вот этих вот всех записей. Вот. Но нет, она выставлена оптимально так, чтобы снизить заметность вот этого управления. Напомню, один из реальных багов СДП – это то, что стирание при этом уменьшалось тоже, то есть уровень стирания. Поэтому теоретически можно было сперва ленту размагнитить, потом на нее писать, либо смириться с тем, что высокий уровень высоких частот очевидно происходил в совокупности с высоким уровнем всего спектра сигнала, и оно здорово маскировало остатки недостертостей.
Но без системы динамического подмагничивания, Сухов, конечно, утрирует, вот, но это небо и земля, это просто небо и земля. К сожалению, наша промышленность раздуплилась достаточно поздно, и вот когда я защитил диплом, тогдашний главный инженер «Маяка», завода «Маяк», где выпускались магнитофоны «Маяк», тряс мне руку и приглашал на работу туда, но у меня были другие планы уже, а они выпустили магнитофоны, когда они выпустили? Года через 2-3. Какой-то «Маяк» с системой динамического подмагничивания встроенный, который, конечно, вставлял все остальное, ну, кроме электромеханической части. Она, конечно, была маяковской, второго класса, по-видимому. Но по записи он писал в уровне минус 3 дБ, так скажем. Обычный кассетник там на Камичи писал линейно в уровне минус 20 дБ, а этот минус 3 дБ писал. Ну, такие дела. Человек пишет: головку чистить водкой, фи, только чистый спирт. Около магнитофона всегда пахло спиртом, водкой, одеколоном чаще у девушек, женщин. Вот, и лежали какие-то ватки, протирки и так далее. Потому что без этого магнитофон, к сожалению, слушать было нельзя. Некоторые особо забористые чистый спирт, которые использовали, после протирки сразу, если ленту туда прислонить к этой головке, прижимом прижать, оно просто снимет часть слоя. Небольшую, но, во-первых, головка тоже забьется, а во-вторых, лента потеряет этот слой. Ну, это шутка, конечно, просто интересно. Воспоминания сейчас навеяло, что да, спиртом пахло, одеколоном, чем-то. Ну, на этом, наверное, все. Что-то еще было, но я так особо не могу вспомнить. Если вспомню, еще что-нибудь запишу. Но общий вопрос. Супер, общий вопрос. Кому интересно все о мертвой технике? Сейчас это не актуально, нужно двигаться вперед. Целиком с вами согласен. И я включаю этот проигрыватель только по поводу либо особой ностальгии, либо для демонстрации кому-то, либо для каких-то измерений, вот записи для вас в частности. А так-то я слушаю довольно, ну, у меня усилитель под Пионер, вот этот, ну, я не знаю, он, если стоит там $60, то хорошо. То есть мне его подарили, когда я сюда приехал. Ну, колоночки у меня хорошие, я ими очень доволен. Но сигнал беру, я говорю, от MP3 до флаков, до вау, там, с YouTube, откуда угодно. И это потому, что я ценю, что слушать, а не фанатею от того, как слушать, и не на вот эти цацульки, всякие игрушки. А вы рассказали бы о главном достоинстве магнитной грамзаписи, рядом с которым все недостатки кажутся смешными недоразумениями. Это вовлекаемость, аналоговую запись хочется слушать. И тоже человек по-своему прав. Однако, кому что? Еще раз, теоретически я с ним согласен, но слушаю редко и на своем примере не могу подтвердить такого. Но хорошо, что человек вовлечен и об этом указал, и спасибо ему за этот комментарий. Получается, лучший формат — это CD, записанные файлы на ПК, пишет человек. Нет, это не так. Лучший формат — это CD. Нет, на CD пишется разрешением 44 кГц и 16 бит. Это очень слабенький формат. Слабенький формат. Кстати, CD тоже, на мой взгляд, нагоняли в свое время с MP3. Это на раз, два, три. Вот те на базаре, которые продавались диски, в том числе турецкие, китайские, еще какие-то. Вот. А какие-то серьезных фирм, производителей, которые стоили заметных денег, они, ну, тоже я не уверен, потому что там это, ну, вообще не поддается контролю никакому. Это невозможно определить. Также невозможно определить, допустим, MP3 320 разрешением с CD-диском. Вы можете проверить. Но для этого нужно взять, во-первых, CD-диск реально, то есть там, где не нагнано с MP3. Но это для верности, вот, обратного утверждения, кстати.
с него сделать MP3 и в слепом тесте включать, чтобы вам кто-то включал, вы попытались узнать. И причем, если это будет 50 на 50, согласитесь, это не результат. Вот. Но я уверяю вас, что его не будет, этого 50 на 50. То есть, ну, на очень хорошей технике, в наушниках, в чем угодно, это практически невозможно, это очень трудно. Учитывая, что мы не слышим выше 20 кГц аж никак, потому что если бы мы слышали еще и продукты искажений, которые, кстати, на CD их все равно нет, потому что там резко обрезается это все. Ну, короче, это разговор не очень серьезный. Также я пару слов обругаю хайреза всякого рода. Значит, в студиях пишется формат 44 кГц 24 бит. Откуда берется грабы 96, 384 кГц или 2? Вот, 192 кГц. Где вот это все берется, я не знаю. Ну, если это с пластинки снято, то это огромный перебор. А если кто-то считает, что у него есть оригинальные ленты, мастер-ленты, ну, сколько, по-вашему, стоит мастер-лента там Pink Floyd какого-нибудь альбома, которая в единственном экземпляре там хранится в каком-нибудь музее. А то, что вы называете мастер-лентами, вонючую вот эту вот бобину, которую вам Вася написал, не пойми откуда, то, сори, я это вообще не рассматриваю. Поэтому хайрез это такая конь в тумане, знаете, или ежик в тумане. Я не могу ничего про него хорошего сказать, сам не использую и комментировать не могу. И последний комментарий, который мне очень понравился, где губка на микрофон. Речь идет о Сухове. У него была на микрофоне из этих катушек, ну, как называется, противоветровой колпачок. И пока мы там прервались на минутку, его ветром сдуло, несло. Причем ветер был хороший, и, ну, короче, в траву куда-то мы не нашли, но особо не искали, думали, никто не заметит. А человек раз заметил. На этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Ну, не знаю, если вы до сюда дослушали, ну, тогда уже вообще как бы молодцы. И спасибо, имеется в виду. Всем пока, auf Wiedersehen, дорогие друзья.